Глава 2286. Перед битвой. Выражение лица женщины в зеленом резко изменилось, и она тут же воскликнула: «Ни в коем случае». Она находится в критической стадии своего развития, и успех или неудача нашего плана будет зависеть от нее, поэтому мы не можем нарушить ее сейчас. Я знаю о важности культивирования феи Инер, но если мы не сможем удержать этих чужеземных существ в великой стадии вознесения на расстоянии, она все равно будет вынуждена выйти из уединения. Все, что я хочу сказать, это то, что мы должны уведомить ее о сложившейся ситуации. Если мы сможем сами позаботиться об этих существах великой стадии вознесения, то ей не нужно будет выходить из уединения, сказал человек в черном. Прежде чем уйти в уединение, Инер сказала мне не мешать ей, несмотря ни на что, иначе все ее усилия могут пойти насмарку, так что мне придется подумать об этом более тщательно, прежде чем я приму решение. Даже если мы просто сообщим ей о ситуации, это может повлиять на ее психическое состояние, неуверенно ответила женщина в зеленом. Человек в черном был довольно недоволен, услышав это, но он также знал, насколько важно было культивирование этого Инера, поэтому он перешел к другой теме. Ладно, я предлагаю это только в крайнем случае. Кроме того, вам придется активировать все ограничения в городе, а затем использовать ограничения левитации, чтобы переместить город в другое место. Мы не сможем отодвинуть город слишком далеко, но, возможно, это даст нам немного времени. Примерно через 2 часа слои света внезапно появились над различными частями каменного города, быстро окутав весь город. Сразу же после этого земля в радиусе нескольких сотен километров начала сильно дрожать, после чего каменный город поднялся из земли и медленно улетел вдаль. Вскоре после этого весь город исчез, оставив на земле лишь гигантский кратер. Лазурный свет внезапно вспыхнул из-за невзрачного на вид дерева недалеко от кратера, и внезапно появился зеленокожий молодой человек в лазурном одеянии. Этот молодой человек был никем иным, как духовным телом Ханли, и он бросил свой взгляд в ту сторону, где исчез каменный город, когда на его лице появилась странная улыбка. Затем он сделал ручную печать и исчез в почве среди вспышки лазурного света. Тем временем белая летающая лодка плыла по лугу в бесчисленных километрах от прежнего места каменного города. Хань Ли и Мо Цзиньли сидели в медитации на носу лодки, в то время как Сюэран и Хей Линь стояли сзади, общаясь посредством передачи голоса. Внезапно выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и он снова открыл глаза. Мо Цзиньли сразу же почувствовал это, и он тоже открыл глаза, когда спросил: «Что-то не так, товарищ даист Хань?» «Нет, просто нам придется немного изменить направление», — небрежно ответил Хань Ли. Мо Цзиньли слегка запнулся, услышав это, прежде чем на его лице появилась понимающая улыбка. «Похоже, вы установили какие-то меры наблюдения». Хань Ли кивнул в ответ. «Я оставил клона возле каменного города, и он только что сообщил мне, что каменный город отошел, но он не сможет уйти далеко. Мы уже едем на полной скорости и доберемся туда самое большее за день». «Я вижу, вы очень уверены в себе. Похоже, мне не о чем беспокоиться», — кивнув, ответила Мо Цзиньли. Хань Ли улыбнулся и сказал: «Я бы не сказал, что уверен, но должен быть очень хороший шанс, что мы сможем уничтожить этих пауков Асур. Как только мы получим нити времени, вам с братом Мо будет легче преодолеть грядущие невзгоды. Хе-хе, я очень на это надеюсь. Тем не менее, впереди определенно будет суровое сражение. Даже если эти пауки-асуры нам не ровня, скорее всего, будет нелегко остановить их, если они попытаются сбежать», — сказал Мо Цзиньли с кривой улыбкой. «В таком случае все действительно будет довольно хлопотно. Однако у меня есть несколько расходных кукол стадии интеграции тела, которые должны быть несколько полезны против пауков Асура, которые еще не достигли полной зрелости», — сказал Ханли. Мо Цзиньли пришла в восторг, услышав это. Сценические куклы для интеграции тела. Возможно, тогда мы действительно сможем убить 1 или 2 зрелых пауков Асур. Если мы действительно добьемся успеха в этой поездке, то я обязательно щедро отплачу вам. В этом нет необходимости, эти куклы все равно не так уж важны для меня», — сказал Ханли с улыбкой, затем перевернул руку, чтобы достать черный браслет, который он передал Мо Цзиньли. Внутри браслета находилось несколько кристаллических кукол дьявола стадии интеграции тела, которые он получил из царства старшего дьявола. Половина этих кукол находилась на священном ковчеге духа чернил, в то время как половину из них нес Ханли на случай, если потребуются их услуги. Мо Цзиньли принял браслет с восторженным выражением лица, а затем снова выразил свою благодарность Ханли после того, как ввел в него свой духовный смысл. С помощью этих марионеток у него будет достаточно времени, чтобы раскрыть некоторые из своих самых сильных козырей. Таким образом, Мо Цзиньли начал изучать технику манипулирования марионетками, заключенную в браслет для хранения, в то время как Ханли закрыл глаза и продолжал медитировать. Днем позже белый свет вспыхнул с края горного хребта, на котором когда-то располагался каменный город, и Ханли и другие появились в своей летающей лодке. Однако летающая лодка даже не остановилась на мгновение, прежде чем продолжить движение.
Через некоторое время лодка миновала центр горного хребта и снова исчезла вдали. Неясная фигура наблюдала за летающей лодкой из скрытого дупла дерева внизу. Только после того, как летающая лодка полностью скрылась из виду, фигура появилась из дупла дерева, показав, что это был молодой человек в серебряном одеянии. Он долго смотрел в небо с мрачным выражением лица, а затем исчез, как легкий ветерок. Тем временем летающая лодка пролетела над озером и несколькими лесами, после чего вышла на плато, конца которому не было видно. Только тогда Хань Ли снова открыл глаза и сказал: «Мы почти достигли нашей цели, так что приготовьтесь, товарищи даосы». С этими словами он поднялся на ноги, и все остальные на лодке тоже последовали его примеру, прежде чем бросить взгляд вперед. Однако города нигде не было видно. «Где логово пауков Асуры, товарищ Даос Хан?» — спросил Сюэран, нахмурив брови. «Будь уверен, брат Сюэ, ты увидишь это после того, как мы проедем еще несколько тысяч километров», — ответил Хань Ли. Услышав это, Хей Линь немедленно высвободил свое огромное духовное чувство, и мгновение спустя его глаза внезапно загорелись. Впереди действительно есть город, скрытый под песчаной грядой. «Хорошо, тогда давай сделаем это». Сюэран кивнул в ответ, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить шар черного света, внутри которого была черная курильница размером с кулак с тонкой палочкой благовоний, торчащей из нее. Палочка благовоний была красной, как кровь, и около фута в длину. Сюэран сделал ручную печать, затем указал пальцем вперед, и курильница мгновенно раздулась примерно до 10 футов в высоту. Затем он открыл рот, чтобы выпустить вспышку малинового пламени, которое зажгло палочку благовоний, и в воздухе сразу же начал разноситься отвратительный запах. Сразу же после этого Сюэран начал что-то напевать, и из курильницы внезапно раздались призрачные вопли. В то же самое время из тела Сюэжаня вылетели 8 шаров малинового света, на каждом из которых сидел младенец с малиновыми узорами по всей нежной коже и чрезвычайно тревожными улыбками на лицах. Тем временем Хей Линь положил руку на кожаный мешочек, висевший у него на поясе, и из него тут же вылетел взрыв черной ци, прежде чем образовать черное облако размером около акра высоко в небе. В черном облаке слышалось непрекращающееся шипение, указывающее на то, что там что-то скрывается. Сразу же после этого Хей Лин взмахнул рукавами в воздухе, выпустив около дюжины черных флагов, которые мгновенно растворились в воздухе. В то же время Мо Цзиньли также вызвала пару браслетов духа зверя, которые выпустили снежно-белого летающего тигра и малиновую огненную птицу, оба из которых испускали ауры стадии интеграции тела. Затем Мо Цзиньли сделал ручную печать, и из его тела вылетело несколько сокровищ. Хань Ли молча оценивал все это, но сам ничего не делал. Расстояние в несколько тысяч километров было покрыто за считанные мгновения, и внезапно Хань Ли ударил ногой по пластине пласта под ним, на которой летающая лодка резко остановилась. Сюэран посмотрел вниз на огромное пространство песка внизу, и холодная улыбка появилась на его лице, когда он произнес слово «перерыв». Младенцы, парящие в шарах малинового света вокруг него, немедленно открыли рты в унисон по его приказу, выпустив 8 столбов малинового света, которые спустились сверху. Глава 2287. Битва с пауками Асуры. Часть 1. Все столбы багрового света в мгновение ока погрузились в землю внизу, и земля немедленно начала дрожать, прежде чем на ее поверхности начали появляться расширяющиеся трещины. В то же самое время Хей Линь сделал хватательное движение, чтобы вызвать пурпурно-золотой посох, который он взмахнул вниз, высвободив гигантскую проекцию посоха длиной около 10 тысяч футов, которая рухнула на землю, как божественное оружие. Раздался оглушительный грохот, и вся земля была полностью разрушена, создав массивный кратер в пустыне. Хей Линь усмехнулся и снова поднял свой посох, готовясь нанести еще больше ударов, но именно в этот момент из кратера в песке вырвались бесчисленные столбы света разных цветов. Сразу же после этого пустыня вздулась, и медленно возник каменный город, окутанный несколькими слоями световых барьеров. На вершине стены, прямо перед каменным городом, стояли женщина в зеленом, мужчина в черном и несколько сотен подчиненных. Все они с мрачным выражением лица оценивали группу Хань Ли. Женщина в зеленом была чрезвычайно взбешена, но она с усилием подавила свой гнев, когда спросила: «Могу я спросить, чем наша паучья раса Асура оскорбила вас?» Невероятное духовное чутье Хань Ли произвело на нее очень глубокое впечатление, и она не хотела сражаться с ним, если этого можно было избежать, хотя было ясно, что группа Хань Ли здесь не для дипломатической встречи. Конечно, женщина в зеленом тоже пыталась оттянуть время, чтобы их подкрепление могло вернуться. «Хе-хе, мы никогда раньше не пересекались, так что ты, естественно, ничем меня не обидел, но мы пришли в это царство специально для твоей паучьей расы Асура. Если вы готовы передать ядра ваших братьев, тогда мы могли бы закончить это мирно», ответил Хей Лин со зловещей улыбкой вместо Хань Ли. Услышав это, лицо женщины в зеленом резко изменилось. «Тебе нужны ядра наших братьев. В таком случае вы, должно быть, пытаетесь использовать нашу силу времени».
Не совсем так, но достаточно близко. И что? Готовы ли вы передать ядра? Спросил Сюэран. Продолжай мечтать. Поскольку вы ясно изложили свои намерения, нет необходимости в дальнейшем обсуждении. Женщина махнула рукой, когда говорила, и большинство людей позади нее внезапно исчезли во вспышке света, оставив только менее 20 человек, все еще стоящих на вершине городской стены, большинство из которых испускали ауры стадии интеграции тела, в то время как 4 из них были близки к великой стадии Вознесения. Все эти 4 были зрелыми пауками-асурами, и выражение лица Мо Цзинь Ли сразу же слегка изменилось, увидев это. Глаза Хань Ли тоже слегка сузились. Когда он в последний раз посещал каменный город, там было всего 3 зрелых паука-асуры. Сюэран и Хей Линь обменялись взглядами, увидев это, и их лица потемнели, когда они одновременно бросились в бой. Сюэран щелкнул пальцем в сторону гигантской курильницы перед ним, и резкий запах, исходящий от горелки, стал резко более выраженным, в то время как ряд пятен лазурного света появился над ней. Затем эти пятнышки лазурного света превратились в шершней размером с кулак с призрачными лицами. Мало того, что головы этих гигантских шершней были испещрены призрачными узорами, их тела были расплывчатыми и нечеткими, как будто они не обладали материальными телами. «Иди», — скомандовал Сюэран, взмахнув рукавом в воздухе, и десятки тысяч призрачных шершней полетели прямо вперед лазурным роем. Тем временем Сюэран сделал шаг вперед, появившись между летающей лодкой и каменным городом с 8 шарами малинового света вокруг него. Внутри шаров малинового света 8 младенцев снова открыли рты в унисон, посылая 8 столбов малинового света прямо к женщине в зеленом одеянии. Женщина как раз собиралась что-то сказать мужчине в черном рядом с ней, но она была взбешена этим вопиющим актом провокации, и она также появилась перед Сюэран среди вспышки серебряного света, а затем взмахнула рукой в воздухе, чтобы выпустить шар золотого света. Шар золотого света сумел выдержать все 8 столбов малинового света, и только тогда он оказался гигантским золотым щитом высотой более 20 футов. Пока все это происходило, Хань Ли и человек в черном оценивали друг друга издалека, не выказывая никакого намерения вмешиваться. В этот момент рой призрачных ос также достиг женщины в зеленом одеянии, прежде чем спуститься к ней. Женщина в зеленой мантии холодно хмыкнула, взмахнув рукавом вверх, выпустив полосу белого света длиной более 100 футов, которая разрезала лазурный рой пополам посередине. Из роя шершней раздались трески и хлопки, и полоса белого света сделала несколько кругов вокруг всего роя, после чего все шершни снова взорвались пятнами лазурного света. Однако Сюэран не только не был встревожен этим, зловещая улыбка появилась на его лице, когда он открыл рот, чтобы выпустить несколько глотков эссенции крови, все из которых исчезли в гигантской курильнице в мгновение ока. Призрачные вопли, раздававшиеся из горелки, мгновенно стали более отчетливыми, и в пламени ладана начали вспыхивать алые огоньки. Сразу же после этого все пятнышки лазурного света вдалеке снова превратились в лазурных шершней. Прежде чем женщина в зеленом успела снова выпустить свою полосу белого света, все призрачные шершни внезапно исчезли в унисон. В следующее мгновение завывающие ветры пронеслись по близлежащему району, и серия полупрозрачных ветровых лопастей появилась, прежде чем сойтись к ней. Эти атаки казались вполне обычными, но лицо женщины в зеленом слегка потемнело, когда она увидела это, и она немедленно сунула руку в золотой щит перед собой, издав звук, похожий на удар массивного гонга. Золотой щит мгновенно превратился в золотой световой барьер вокруг нее, и в следующее мгновение буря клинков ветра в бешенстве ударила в световой барьер. Поверхность золотого светового барьера немедленно начала непрерывно пульсировать, но она была в состоянии сдержать разрушительный шторм. Затем женщина в зеленом платье сорвала несколько прядей своих собственных волос, прежде чем падуть на них, и пряди волос мгновенно превратились примерно в дюжину гигантских черных питонов, которые были более 1000 футов в длину, все из которых набросились прямо на Сюэран. Выражение лица Сюэжаня слегка изменилось, когда он увидел это, и он немедленно сделал ручную печать, на которой младенцы в 8 шарах малинового света испустили нечеловеческий рев, прежде чем превратиться в 8 зловещих дьяволов с одним рогом на каждой из их голов. Затем рогатые дьяволы полетели навстречу приближающимся черным питонам с багровым пламенем по всему телу, в то время как их пальцы превратились в острые лезвия, которые наносили питонам раны с каждым ударом. Напротив, питоны обладали огромной силой, хлестали своими телами по воздуху, как разрушительные хлысты, или кусали рогатых дьяволов своими острыми клыками, изгоняя облака чрезвычайно ядовитого зеленого тумана. Таким образом, между 8 рогатыми дьяволами и гигантскими черными питонами завязалась ожесточенная битва, но было ясно, что питоны одержали верх. Выражение лица Сюэжаня слегка потемнело, когда он увидел это, и он уже собирался призвать еще одно сокровище, когда женщина в зеленом плаще положила руку на свою макушку с яростным выражением. Шар зеленого света тут же вылетел из ее головы, превратившись в горную паучью проекцию. Паук был полностью зеленого цвета с пучками жесткой шерсти по всему телу, которые напоминали стальные иглы. В следующее мгновение паук внезапно исчез на месте, и Сюэран, естественно, очень встревожился, увидев это.
Однако, прежде чем он успел что-либо сделать, женщина в зеленом халате открыла рот, чтобы выпустить бесчисленные зеленые нити, которые мгновенно появились рядом с Сюэ, пробежав как бы по мгновенной телепортации. В то же время пространственные колебания вспыхнули над Сюэранем, и пара острых паучьих когтей, похожих на смертоносные крюки, появилась, прежде чем молнией опуститься к его голове. Сердце Сюэран дрогнуло, когда он увидел это, и он поспешно сунул руку в свой рукав, прежде чем вытащить короткий желтый хлыст, который он немедленно взмахнул вверх. Желтая горная проекция высотой более 1000 футов появилась в мгновение К, чтобы противостоять паре острых когтей, и, конечно же, эти два когтя были легко отбиты горной проекцией. Однако зеленые нити продолжали двигаться вперед, готовясь пронзить защитный духовный свет Сюэжаня. Прямо в этот момент перед Сюэран вспыхнул пурпурно-золотой свет, и массивная проекция посоха появилась без всякого предупреждения, прежде чем превратиться в пурпурно-золотой световой барьер, чтобы держать зеленые нити на расстоянии. Сразу же после этого Хей Линь с посохом возник рядом с Сюэранем среди всплеска пространственных флуктуаций. Глава 2288. Битва с пауками Асуры. Часть 2. Женщина в зеленом пришла в еще большую ярость, увидев это, и она потерла руки вместе, прежде чем поднять их в унисон. Бесчисленные шары света разных цветов мгновенно появились перед ней, и все они устремились к Сюэран и Хейлинь, как будто у них были собственные мысли. Таким образом, между ними тремя завязалась битва. 4 зрелых паука Асуры на городской стене обменялись взглядами, увидев это, и после короткого обсуждения через голосовую передачу все они внезапно сели, скрестив ноги, а затем начали что-то петь с плотно закрытыми глазами. Макушки их голов раскрылись, и появился шар зеленого света, который был размером с умывальник. Все они сошлись, чтобы сформировать массивного паука. Паук был даже больше, чем тот, которого вызвала женщина в зеленом одеянии, но его тело было довольно расплывчатым, и казалось, что это всего лишь проекция. Как только гигантская паучья проекция появилась, она сразу же набросилась на Сюэран и Хейлиня. 4 зрелых паука Асуры наконец-то подошли, чтобы помочь женщине в зеленом одеянии. Выражение лица Мо Цзиньли слегка потемнело, когда он увидел это, и он, казалось, ничего не сделал, но его тело расплылось, когда он внезапно исчез на месте. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули перед проекцией паука, и полоса ледяного меча Ци устремилась прямо к нему. Проекция паука немедленно открыла свою пещерообразную пасть, чтобы выпустить огромную сеть, чтобы удержать Ци меча на расстоянии, но в то же время она была также вынуждена остановиться в воздухе. Именно в этот момент пространственные колебания вспыхнули снова, и Мо Цзиньли появился с коротким мечом в руке. Он бросил взгляд на проекцию паука и тут же подбросил меч в воздух. Слои выступов мечей мгновенно появились, превращаясь в гору мечей, которая обрушилась сверху. В ответ 4 зрелых паука Асуры переключились на разные ручные печати, и проекция паука устремилась прямо к Мо Цзиньли через гору мечей, как будто ее даже не существовало. Сердце Мо Цзиньли слегка дрогнуло, когда он увидел это, и он немедленно послал кирпичное сокровище в полет по воздуху. В то же время он поднял руку, прежде чем указать пальцем вперед, и кирпич начал испускать мерцающий синий свет, образуя диаграмму тайчи, которая пронеслась прямо по воздуху. Одновременно на его вытянутом пальце вспыхнуло черное пятно, и пространство впереди внезапно обрушилось, как будто его раздавила какая-то невидимая сила. Гигантская паучья проекция взмахнула 2 передними конечностями в воздухе, выпустив серию когтистых выступов, которые мгновенно разрезали диаграмму тайчи на куски. Однако в следующее мгновение его огромное тело врезалось во взрыв невидимой силы, и в результате он стал очень медленным и вялым. Холодная улыбка появилась на лице Мо Цзиньли, и он произнес слово «взорваться». Фрагменты диаграммы тайчи немедленно начали беспорядочно вспыхивать, а затем взорвались пятнами синего света, посылая разрушительную ледяную силу, вздымающуюся в воздухе. Проекция паука слегка вздрогнула, и слои иния быстро материализовались на его теле. В мгновение эко он был запечатан в массивную глыбу голубого льда. Мо Цзиньли был в восторге, увидев это, и он убрал свой вытянутый палец, прежде чем сделать хватательное движение, призывая чернильно-черный талисман, который он бросил в запечатанную проекцию паука без каких-либо колебаний. Как только черный талисман был освобожден, он превратился в проекцию черного зверя с головой дракона и телом феникса, а затем свирепо бросился вниз. Проекция испускала ужасающую ауру, которая была слишком мощной, чтобы выдержать среднюю стадию Великого Вознесения, и выражения лиц 4 зрелых пауков Асур резко изменились, увидев это. Все они одновременно открыли глаза, и в то же самое время чудовищная проекция мгновенно исчезла в глыбе льда. Однако именно в этот момент проекция паука взорвалась пятнами зеленого света, которые появились за пределами глыбы льда. В результате черная звериная проекция полностью промахнулась мимо своей цели, и, пройдя сквозь кусок льда, ее тело постепенно растворилось в ничто. Сразу же после этого пятнышки зеленого света снова сошлись в 4 больших шара света, все из которых помчались обратно к городской стене, прежде чем быстро исчезнуть в телах 4 зрелых пауков Асур.
В следующее мгновение 4 зрелых паука-асуры поднялись в виде 4 полос света и полетели прямо к Мо Цзиньли. Мо Цзиньли был весьма разочарован тем, что его тщательно спланированная последовательность атак не достигла желаемого эффекта, и выражение его лица слегка потемнело при виде приближающихся зрелых пауков-асур. Внезапно он полетел навстречу приближающимся противникам, как полоса белого света, и пространственные колебания вспыхнули позади него, на которых также появились белый летающий тигр и алый огненный феникс. Трио быстро столкнулось с 4 зрелыми пауками-асурами, и началась еще одна ожесточенная битва. Даже с этими 2 могущественными духовными зверями, которые помогали ему, Мо Цзиньли все еще намного уступал в силе 4 зрелым паукам-асурам. Однако всякий раз, когда атаки противников становились слишком сильными, чтобы справиться с ними, Мо Цзиньли выбрасывал несколько таинственных талисманов, или развязывал какую-то всемогущую атаку, или проявлял несколько странных звериных проекций. В результате он едва смог устоять против 4 зрелых пауков-асур. Внезапно в глазах человека в черном мелькнул намек на намерение убить, и он тайком вызвал золотую монету в руке, которая была спрятана в рукаве. Однако как раз в тот момент, когда он собирался высвободить силу монеты, рядом с его ушами раздался спокойный голос. «Ваш противник — это я, и я бы посоветовал вам не отвлекаться». Как только голос затих, сверху обрушился взрыв грозного духовного давления, и даже с огромными силами человека в черном он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он тут же исчез с городской стены, а в следующее мгновение вновь появился на высоте более 100 000 футов над городом среди всплеска пространственных колебаний, затем мрачно посмотрел на Хань Ли. Хань Ли стоял на расстоянии более 1000 футов, сцепив руки за спиной, и тоже оценивающе смотрел на человека в черном, но выражение его лица было таким же спокойным, как и всегда. «Похоже, ты уже заранее спланировал эти встречи. Значит ли это, что ты думаешь, что сможешь победить меня?» — спросил человек в черном. «Боюсь, ты ошибаешься. После того, как все остальные сделали свой выбор, ты остался единственным противником. Что же касается того, смогу ли я победить тебя, то мне просто нужно попробовать и посмотреть», — ответил Хань Ли со спокойной улыбкой. Похоже, ты очень уверен в себе. В таком случае, давайте посмотрим, кто выйдет сверху», — холодно сказал человек в черном, затем протянул руку, чтобы достать старую лазурную лампу, которой он тут же ткнул пальцем. В лампе мгновенно вспыхнуло пурпурное пламя, после чего человек в черном произнес слово «Встань». От пламени начала исходить неописуемая первобытная аура, и вдруг появилось еще 8 одинаковых ламп, все они зависли в воздухе вокруг него. Затем человек в черном сделал быструю цепочку ручных печатей, наложив на лампы 9 заклинательных печатей разных цветов. Яркий пурпурный свет излучался вперед, и пламя внутри 9 ламп выплыло, прежде чем сойтись, образовав шар пурпурного пламени размером с голову. Сразу же после этого раздался ясный крик, и в пламени появилась пурпурная птица размером около фута. У птицы было очень легкое и подвижное тело с пурпурными перьями, длинный балдахин и пара огненно-красных рубиновых глаз. Это был прекрасный пурпурный павлин. Как только павлин появился, он испустил ясный крик, и он резко раздулся примерно до 300 футов в длину среди вспышки фиолетового света. Затем все его перья вспыхнули обжигающим пурпурным пламенем, и он взмахнул крыльями, выпустив пурпурное огненное облако размером около акра. Странное выражение уже появилось на лице Хань Ли при виде лазурных ламп, и как только пурпурный павлин был вызван, он полностью прирос к месту. «Это священная птица муланов», — пробормотал себе под нос Хань Ли со странным выражением. Метод вызова, внешний вид и аура этого пурпурного феникса были чрезвычайно похожи на ауру священной птицы Мулан, с которой он столкнулся в человеческом мире. Конечно, не было никакого сравнения между их силами. Та священная птица Мулан была только на стадии трансформации божества, в то время как это испускало страшное духовное давление близко к стадии Великого Вознесения, заставляя даже Хань Ли воспринимать ее всерьез. Прежде чем Хань Ли успел подумать об этом слишком много, человек в черном снова открыл рот, чтобы выпустить старинное золотое зеркало, а затем перевернул руку, чтобы достать серебряный свиток. Золотое зеркало вращалось над его головой по его приказу, затем вызывало серию одинаковых золотых зеркальных проекций, которые исчислялись тысячами. Тем временем серебряный свиток развернулся сам по себе, выпустив бесчисленные серебряные руны, которые превратились в 18 невыразительных воинов в серебряных доспехах, которые владели различным оружием. Все они испускали морозные ауры, как будто их тела были построены из глубокого льда. «Иди и убей этого человека!» Взревел человек в черном, ткнув пальцем в сторону Хань Ли. Пурпурный феникс немедленно полетел к Хань Ли в виде пурпурного огненного облака вместе с 18 бронированными воинами по приказу этого человека, в то время как шары золотого пламени вырвались из зеркальных выступов, прежде чем рухнуть вниз в разрушительном шторме. Глава 2289. Битва с пауками Асура. Часть 3. Хань Ли, естественно, не мог продолжать размышлять на тему священного зверя Мулана,
и он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить шар серебряного пламени, который в мгновение ока превратился в серебряного огненного ворона. Как только огненный ворон появился, он резко раздулся до роста, который не уступал фиолетовому фениксу, затем взмахнул крыльями и устремился прямо к огненно-фиолетовому облаку. Еще до того, как две массивные птицы столкнулись, облака огня вокруг них врезались друг в друга, сразу же после чего две птицы вступили друг с другом в жестокую битву. Серия резких птичьих криков раздалась рядом с оглушительными взрывами, и все небо осветилось обжигающим фиолетовым и серебряным пламенем. Тем временем тысячи шаров золотого пламени обрушились на Хань Ли сверху. Выражение лица Хань Ли оставалось спокойным, когда он сделал ручную печать, и 72 маленьких лазурных меча вылетели из различных частей его тела, превратившись примерно в дюжину полос одинаковой ци меча. Затем Хань Ли взмахнул рукавом вверх, прежде чем произнести слово «перерыв», и полосы лазурного меча ци немедленно вспыхнули вверх, быстро разрывая один золотой огненный шар за другим. Лицо человека в черном слегка потемнело, когда он увидел это, и он сделал странную ручную печать, на которой тысячи зеркальных выступов позади него начали вспыхивать сверкающим золотым светом. Пятнышки духовного света беспорядочно вспыхивали над Хань Ли, и все фрагменты золотых огненных шаров обрушивались сверху в виде бесчисленных полос золотого света. Однако Хань Ли это нисколько не встревожило, и на его лице появилась холодная улыбка, когда он указал пальцем на полосы лазурного меча ци, которые мгновенно растворились в воздухе. В следующее мгновение пронзительный лазурный свет вспыхнул над Хань Ли, и полосы лазурного меча ци снова появились, прежде чем сойтись, чтобы сформировать массивный лазурный цветок лотоса размером около акра. Цветок лотоса вращался на месте, и бесчисленные выступы меча были выпущены, чтобы сформировать непроницаемый барьер. Буря золотого света столкнулась с выступами меча, и подавляющее большинство полос золотого света были сдержаны, и только редким исключением удалось пройти сквозь них, но все они были мгновенно сведены на нет, погрузившись в лазурный лотос меча. Именно в этот момент пространственные колебания внезапно вспыхнули перед Хань Ли, и 3 длинные серебряные стрелы появились, прежде чем молнии метнутся к его лицу. Хань Ли оставался совершенно бесстрастным, когда он поднял руку, и один из его пальцев принял пурпурно-золотой оттенок, прежде чем он указал им вперед несколько раз подряд. Раздались 3 громких удара, когда его пальцы с безошибочной точностью ударили по наконечникам 3 стрел, и они полетели назад еще быстрее, чем до того, как исчезнуть в воздухе. В следующее мгновение раздались 3 глухих удара, и 3 воинов в серебряных доспехах были повержены с колотыми ранами на головах, прежде чем распасться на кусочки серебряного света. Выражение лица человека в черном резко изменилось, когда он увидел это, и он немедленно пропел что-то, указывая пальцем на серебряный свиток несколько раз подряд, выпуская серию заклинательных печатей в свиток. Серебряный свиток беспорядочно вспыхнул, когда на его поверхности появилась цепочка рун, и оставшиеся воины в серебряных доспехах увеличились примерно вдвое по сравнению с их первоначальным размером. Несмотря на это, они каким-то образом тоже стали чрезвычайно быстрыми, и после нескольких вспышек они достигли Хань Ли в мгновение ока, прежде чем броситься на него с оружием в руках. Намек на презрение появился на лице Хань Ли, и он холодно хмыкнул, прежде чем взмахнуть рукой в воздухе, чтобы вызвать серый световой барьер. Все надвигающиеся атаки мгновенно исчезли в сером световом барьере, как песчаные замки в поднимающемся приливе, полностью сведенные на нет, прежде чем они смогли что-либо сделать. Прямо в этот момент все воины в серебряных доспехах расплылись, и они мгновенно достигли Хань Ли, как будто мгновенной телепортацией, прежде чем замахнуться на него своим оружием. Еще до того, как их оружие достигло его, они выпустили полосы ледяного света, которые угрожали разорвать барьер серого света. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и серый световой барьер внезапно принял материальную форму, чтобы отразить надвигающиеся полосы ледяного света, сразу же после чего серый световой барьер превратился в массивную волну высотой более 100 футов в ответ. Воины в серебряных доспехах отреагировали очень быстро, немедленно бросившись назад в отступление, но гигантская серая волна внезапно выпустила бесчисленные световые нити, которые пронзили тело бронированных воинов, как молния, прежде чем крепко связать их. Все воины в доспехах были затем затоплены серой волной, и они потеряли всякую способность сопротивляться. Увидев это, в глазах человека в черном появилось яростное выражение, и он открыл рот, чтобы выпустить в свиток взрыв магической силы, заставив его быстро вращаться на месте. В то же время пойманные в ловушку воины в серебряных доспехах начали выпускать удивительные ауры вместе со вспышками яркого серебряного света. Это извержение силы, казалось, угрожало разорвать всю серую волну на части, и намек на удивление мелькнул в глазах Хань Ли, когда он протянул ладонь вперед, прижимая ее к серой волне издалека. Раздался глухой удар, и серебристый свет, выпущенный закованными в доспехи воинами, был раздавлен на кусочки серебристого света взрывом огромной невидимой силы. После этого Хань Ли взглянул вверх и обнаружил, что дух, поглощающий огненного ворона, все еще сражается с пурпурным павлином. Ни один из них не обладал материальными телами, они оба обладали огненными способностями, так что казалось, что их битва не придет к завершению в ближайшее время.
Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он отвел взгляд, и он сказал, видя, что ты не хочешь демонстрировать свою истинную силу, мне просто придется заставить тебя сделать это. Как только его голос затих, он сделал ручную печать, и проекция истинного дьявола происхождения появилась позади него среди вспышки золотого света. Проекция открыла свои 6 глаз, затем одновременно протянула 6 рук в воздух, вызывая 6 золотых шаров света, каждый из которых имел диаметр около 10 футов. 6 светящихся шаров полетели прямо на человека в черном, который холодно хмыкнул и тут же ткнул пальцем вперед. Золотой свет вспыхнул на поверхности всех зеркальных выступов позади него, и тонкая золотая нить вырвалась из каждого зеркала, образуя массивную золотую сеть. Затем человек в черном сделал ручную печать, и гигантская сеть устремилась к 6 шарам золотого света, выглядя так, как будто она пыталась охватить все шары света сразу. Однако в тот момент, когда сети шары света соприкоснулись друг с другом, Хань Ли издалека указал пальцем вперед, и 6 шаров золотого света мгновенно слились в один, образовав мерцающий золотой вихрь. Вихрь начал вращаться на месте, выпуская бесчисленные пятицветные руны, а также взрыв огромной силы всасывания. Гигантская золотая сеть тоже была довольно глубокой, но она была совершенно не способна противостоять этой всасывающей силе, и ее втянуло в вихрь, прежде чем разорвать на куски. Человек в черном был очень встревожен, увидев это, и он поспешно похлопал по нефритовому кулону, висевшему у него на поясе. Нефритовая подвеска выпустила белого змея по его приказу, который прыгнул прямо в вихрь, только чтобы быть втянутым и распыленным. В то же самое время нефритовый кулон на поясе человека в черном превратился в порошок, и выражение его лица резко изменилось, когда он увидел это. Однако, бросившись назад в отступление, он вернулся к своему обычному спокойному выражению лица, прежде чем сделать ручную печать, и огни 5 разных цветов внезапно вспыхнули из его спины. Пятицветный свет вспыхнул в воздухе, уничтожая золотой вихрь в мгновение ика. Пятицветный божественный свет. Ты пятисветовое существо из расы летающих духов. Воскликнул Хан Ли. Человек в черном был несколько удивлен, услышав это, но зловещая улыбка быстро появилась на его лице. «Ха-ха, у тебя острый глаз, товарищ Даос. В таком случае я больше не буду скрывать свои силы. Позвольте мне показать вам истинную мощь пятицветного божественного света». Оглушительный грохот раздался рядом с извержением пятицветного света, и появился пятицветный павлин размером в несколько десятков футов. Он бросил холодный взгляд на Хань Ли, и одного этого было достаточно, чтобы он почувствовал, как все его тело было полностью заморожено. Глава 2290. Битва с пауками Асуры. Часть 4. Я не думал, что раса 5 световых будет иметь в своих рядах кого-то столь могущественного, как ты. Я с нетерпением жду спарринга с тобой, Хан Ли усмехнулся. Спарринг. Что ты хочешь этим сказать? Спросил пятицветный павлин, и в его глазах мелькнуло странное выражение. Вместо ответа Хань Ли просто улыбнулся, и его аура резко изменилась, когда вспышка пятицветного света вырвалась из его тела. Сразу же после этого Хань Ли также превратился в пятицветного павлина среди вспышки пятицветного света. Противоположный пятицветный павлин был ошеломлен, увидев это, и воскликнул: «Ты тоже пятицветное существо?» «Нет, с твоей аурой что-то не так. Ты, должно быть, достиг этой трансформации только путем очищения какой-то пятицветной павлинии истинной крови. У тебя тоже довольно острый глаз, товарищ Даос», — холодно усмехнулся Хань Ли, а затем взмахнул крыльями, выпустив волну пятицветного света, которая хлынула прямо на его противника. На пике своей ярости человек в черном расхохотался. «Ты смеешь демонстрировать свой пятицветный божественный свет в моем присутствии? Позвольте мне преподать вам урок того, что такое истинный пятицветный божественный свет». Как только его голос затих, длинные перья его балдахина внезапно полетели в воздух, как бесчисленные пятицветные стрелы. Пятицветный свет столкнулся с бурей стрел, и бесчисленные дыры разных размеров мгновенно пронзили первую. В результате гигантская пятицветная волна остановилась, и стрелы полетели прямо на Хань Ли. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, но затем он также выпустил бесчисленные пятицветные световые нити из длинных перьев своего балдахина, и каждая нить света ударила стрелу с безошибочной точностью. Затем легкие нити обвились вокруг стрел, прежде чем затянуться, разрезая их на куски. Сразу же после этого световые нити исчезли в мгновение ика. В следующее мгновение перед человеком в черном вспыхнули пространственные колебания, и бесчисленные световые нити вырвались из воздуха, угрожая связать все его птичье тело. Однако, как только световые нити соприкоснулись с его телом, пятицветный свет вокруг него значительно прояснился, и все световые нити были сведены на нет, как только они погрузились в этот пятицветный свет. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, когда он увидел это, а человек в черном поднял свою павлинью голову и испустил долгий крик, а затем внезапно сделал хватательное движение одним из своих когтей. Гигантский коготь размером с акром мгновенно появился из воздуха, прежде чем схватить Хань Ли.
Хань Ли холодно усмехнулся, когда он внезапно исчез на месте, а затем внезапно появился более чем в 100 футах от него, прежде чем немедленно открыть рот, чтобы выпустить вспышку серебряного пламени в сторону гигантского когтя. Несмотря на свои огромные размеры, массивный коготь был чрезвычайно быстр и проворен, когда он устремился вниз к серебряному пламени. Раздался глухой удар, когда пятицветный свет вспыхнул над поверхностью когтя, и серебряное пламя полностью погасло, в то время как гигантский коготь продолжал двигаться к Хань Ли. Еще до того, как он действительно схватил его, бесчисленные пятицветные руны появились вокруг Хань Ли, образуя невидимое ограничение, которое полностью обездвижило его. Хань Ли взмахнул крыльями, посылая огромное пространство пятицветного света, несущегося к рунам, но свет был мгновенно погашен рунами, как будто он столкнулся с проклятием своего существования. Хань Ли был очень встревожен, увидев это, и яркий пятицветный свет вырвался из его тела, когда все его перья отделились сразу, сходясь примерно из дюжины блестящих пятицветных выступов меча, которые выстрелили во все стороны. Раздался металлический лязг, когда выступы меча ударились о руны, но были легко отброшены. Мою способность к затвердеванию неба и земли не так-то легко сломать. Просто стой спокойно и прими свою смерть. Человек в черном был в восторге, увидев это, и тоже протянул вперед другой коготь. Пространственные колебания вспыхнули над Хань Ли, и еще один массивный коготь, окутанный пятицветным светом, появился, прежде чем спуститься к нему. В то же время вокруг появилось еще больше пятицветных рун, и теперь Хань Ли был полностью обездвижен. Таким образом, два когтя устремились вниз один за другим, сметая порывы свирепого ветра, и даже пространство под ними значительно искривлялось и искривлялось. Человек в черном был в восторге от того, что смог справиться с таким могущественным врагом только одним своим пятицветным божественным светом. Однако в качестве меры предосторожности он поднялся выше в воздух, затем взмахнул крыльями, которые после вспышки пятицветного света стали полупрозрачными. Сразу же после этого он издал ясный крик, прежде чем открыть клюв, чтобы выпустить столб пятицветного света, который достиг Хань Ли в мгновение ока. Однако именно в этот момент из искривленного пространства раздался грохочущий рев, и появился шар золотого света, внутри которого была массивная мохнатая ладонь размером с резервуар для воды. Ладонь раскрыла пальцы, и она мгновенно приобрела пурпурно-золотистый цвет, прежде чем оказаться прямо перед столбом пятицветного света. Столб света со звоном ударил в мохнатую ладонь, и ци соседнего мира начала яростно шевелиться, в то время как появилось сверкающее пятицветное солнце. Столб пятицветного света был наполнен разрушительной силой, но пушистая ладонь с легкостью удерживала его на расстоянии. Человек в черном был очень встревожен, увидев это, но прежде чем он успел что-либо сделать, из золотого света впереди внезапно раздалось леденящее кровь хрюканье. Человек в черном вздрогнул, словно его ударила молния, и невольно отшатнулся. В то же самое время в золотом свете раздался свирепый рев, и горная проекция золотого кулака вырвалась вперед, размалывая два пятицветных гигантских когтя, как будто они были просто структурами из папье-маше. Невероятно страшная аура также вырвалась из золотого света, взорвав все окружающие пятицветные руны. Только тогда золотой свет отступил, открыв массивную пурпурно-золотую обезьяну, которая была более 100 футов высотой, и она была в процессе извлечения одного из своих гигантских кулаков. Человек в черном был вынужден отступить еще на несколько шагов разрушительной ауры Хань Ли, прежде чем воскликнуть: «Так твоя истинная форма гигантская горная обезьяна». Нет, даже гигантская горная обезьяна не смогла бы так легко вырваться из моего небесно-земного затвердения. Тебе не нужно беспокоиться о моей истинной форме. Я уже испытал силу твоего пятицветного божественного света, пришло время показать тебе и свою истинную силу, холодно ответил Хань Ли. Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня только потому, что перешел в другую форму? Что за шутка? Несмотря на грозную ауру Хань Ли, человек в черном остался совершенно невозмутимым, и он испустил крик, после чего превратился в парчевую фигуру с головой павлина и 5 прозрачными длинными мечами разных цветов, привязанными к его спине. Он снял свою пятицветную форму павлина и превратился в гибрид павлина и человека. «Интересно, значит, у тебя была еще одна форма в рукаве. Похоже, я смогу сражаться здесь сколько душе угодно», — сказал Хань Ли, взмахнув руками, чтобы показать 2 миниатюрные горы, одну лазурную и одну черную. Хань Ли подбросил 2 маленькие горы высоко в воздух, а затем быстро указал на них пальцем. 2 маленькие горы сразу же увеличились до более чем 1000 футов в высоту по его приказу, и в то же время Хань Ли расширился примерно до 3000 футов в высоту, в то время как серебряные узоры появились по всему его телу. Завершив свое превращение, Хань Ли ударил себя в грудь кулаками размером с дом, а затем потянулся, чтобы схватить пару гор. Затем его руки внезапно утолщились, и раздался свирепый рев, когда 2 горы были брошены на человека в парчевом одеянии вдалеке. Как только пара гор была освобождена, они немедленно превратились в 2 шара света, один лазурный и один черный, оба из которых растворились в воздухе. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули перед человеком в парчевом одеянии,
и две горы понеслись прямо на него вместе со страшной аурой, которая была удушающей даже для такой великой стадии вознесения, как он. Еще до того, как горы достигли его, защитный духовный свет человека в парчевом одеянии уже сильно дрожал, и ему казалось, что по его лицу скользят острые кинжалы. Странный взгляд мелькнул в его глазах, и 5 длинных мечей на его спине внезапно вылетели по его приказу, пересекаясь друг с другом, образуя барьер перед ним, тем самым сдерживая давление. Что было совершенно невероятно для Ханли, так это то, что две горы внезапно остановились в воздухе, соприкоснувшись с этими мечами. Ханли, естественно, прекрасно осознавал, насколько силен он был в своей гигантской горной обезьяне, и тот факт, что две крайние горы, брошенные им в этой форме, были остановлены 5 простыми мечами, стал для него настоящим шоком.